на вокзале Фабрична. В очередной раз по визовым вопросам. Угу. Но в Лондон-то хочется. Поэтому и платишь за все. Я даже в глаза не видела документы. Но я не могу, я обожаю польские поезда. A wychodziłem 10 godzin. To byłem spóźniony 20. До меня допетрило, и я такая думаю, ну это вообще просто такой лохотрон. Дискриминация. Ну, дискриминация белорусов, ребята. Я еще буду типа спонсором поездки. У Куча меня всего. самый лучший в мире муж. Хотела вам сообщить, что мы устали как собаки. Всем утренний привет. Смотрите, как уже холодно. Я в зимнем, Сережка в осеннем, но там теплая кофта. Ну, я в 3 слоя. Но мы не одни, мы всей нашей большой дружной семьей. Чупсик тоже в куртке. Видно, вон, вся такая синяя. Чипи тоже в куртке. Короче, ребята, мы на вокзале Фабрична приехали сюда, чтобы уехать в Варшаву. Да? Да. В очередной раз по визовым вопросам. Угу. В этот раз более нервно. Да. Но я не сильно нервничаю, типа, будь что не, будет. Ну, подать, ладно подать, а вот потом решение ждать нервно. А мы не сказали, мы едем подавать мои документы на визу, чтобы ехать в Англию. Поэтому... У меня уже действует да. уже несколько дней. Мы хотим так успеть, чтобы моя виза была в срок Сашиной визе. Чтобы мы вместе куда-то съездили. 6 месяцев. Ну, и если моя уже как бы сгорит, то потом надо делать 2, а это очень дорого. Угу. Сколько ты отдал вот за Уже эту визу? больше 220 евро. Просто за подачу и за то, что курьер привезет паспорт обратно. Но мы решили, будет проще, чтобы курьер мне привез паспорт, чем мне брать выходной. А это я уже рабочий день. Поехать в Варшаву, доехать до визового центра, это будет дороже. Еще плюс день потерять. Еще и плюс назад ехать. Короче, это будет дороже, чем просто... Но курьер почти 40 евро стоит. Они, конечно, цены загнули. Ну, они же ваты, Лондон, Нет, фунты. Ну, подачу, а еще выросли цены. Мы за 120 евро еще успели. Саму подачу. Плюс за то, что ты сам все делаешь, типа загружаешь документы, за это тоже платишь. Вот так, ребят. Даже за то, что ты сам все А сделал. если тебе помогают на месте, ты платишь еще больше, очевидно. Но в Лондон-то хочется. Поэтому и платишь за все. Ладно, тогда идем на вокзал, там уже в Варшаве встретимся. Мы уже как-то снимали в том визовом центре, там такой красивый видок. Да, может, еще вообще расскажем все классно. подробности, что мы готовили. Ну не мы, а давай будем честны, что Сашка, я даже в глаза не видела документы. Ну, Сашка все расскажет. Ребят, ну я не могу, я обожаю польские поезда. Такие они классные. Заходим? Все классные. В основном. Стараемся ездить не в купешках. Да. Куда? Направо, налево? Такие классные сиденья. Да? Да. A wychodziłem 10 godzin. Едем? To byłem spóźniony 20. Вместе куда угодно. Да. Сидеть это прикольно. Кстати, за собаку не платишь. За собаку не платишь, если у него есть своя такая, рюкзак или какая-то клетка. Туда платить не надо. Бесплатно. Я уже в визовом центре. Так вот внутри это выглядит. Вот здесь сидит человек, встречает и распределяет. Я была записана на 14, но приехала на час раньше и спросила, можно ли раньше прийти. Они разрешили. Поэтому я жду. Мне сказала 10 минут подождать, 15. Я вот жду. Сейчас позовут. Волнуюсь, пипец. Потому что вот этот парень, он не говорил на польском. Он говорит только на английском. И я боюсь, что там все будут говорить на английском. Я держите за меня кулачки. Остался последний шаг. Я жду очередь на биометрию и все. Потом вам все расскажу, ребят. Вот тут, кстати, в зале ожидания написаны правила, как правильно сдавать биометрию. Вот отпечатки пальцев, сканирование глаз и эту парабку делать. Подпись, подписать электронную. Ну и все, в принципе. Ну все, я вышла, ребята, я сейчас до меня допетрила, и я такая думаю, ну это вообще просто такой лохотрон. Получается, что Саша, когда сдавал первый раз документы, его фирма заплатила сколько-то там евро, чтобы он пришел в любое время и сдал документы, когда ему будет удобно. А я просто пришла, потому что мы на час приехали раньше, и мы подумали, давай попробуем, вдруг меня пустят.
Ну, и мы такие приходим, говорим, можно на час раньше? Типа, он говорит, да, вообще без проблем. 15 минут подождать. Ну. И я Там это не сотрудник, платила. Получается, есть сотрудник, он встречает, записывает Мгм. и отводит туда на место. Без него, наверное, туда не попасть или как. Ну, наверное, ну Как будто как? надо через Везде у него. него карточка, он везде Ну да, провожает на через лифт карточку даже лифт, нельзя. да. Ну, и, короче, ребят, я поняла, что это лохотрон. Типа, даже если ты... Я не платила за то, чтобы мне прийти в любое время, у меня было назначено на 14:00. Соответственно, я пришла в 13. В 13:10 уже зашла. Но в 13:10 уже зашла. То есть я бы сейчас только заходила, я уже закончила. Ну, заняло все, сколько, минут 40. Ну, да, наверное, больше, потому что я 2 Ну, раза 45. очередь ждала. Но людей немного. И все, кстати, говорят на украинском, на польском и на русском. Беларусь. Ну, и на английском, понятно. А, на белорусском. Со мной говорили на У меня тоже белорусском. было. Да, но мужчина, но он мне сказал, Может, что с белорусским паспортом, короче, кто делать будет в Беларуси с белорусским паспортом, тот ждет еще дольше, чем с украинским паспортом, ну или с каким еще там, с российским, наверное. дискриминация. Ну, дискриминация белорусов, ребята, по всем фронтам. Ну, к сожалению, а что делать, да? Ну, мне за 5 недель, наверное, Ну, у тебя справились. рабочая Ну, была. может. Я не знаю, ну, короче, посмотрим. Он сказал, где-то 3-4 недели, но если будете ждать больше, возможно, уже там будет и отмена, и всякое такое. Да, короче, будем ждать, что делать. Но мы назначили определенную дату, в какую мы хотели бы улететь. Ну, это через Но 5 недель. как раз, ну, я Но нам надеюсь. лететь позже. Но я когда заполнял, я еще не знал, Мгм. куда мы собираемся лететь. Ну, в общем, ладно. И, Саша, сейчас расскажешь или попозже расскажешь, Ну, какие могу документы? щас. Давай. Потому что все заполнял я. Как вы поняли, что я ничего, я только вот, самый прикол был, дай расскажу. Сижу, мне сказали заполнить документ на DHL, ну, чтобы отправили мне паспорт. И, короче, заполняю, и такая, я не знала, что какой-то GVR или Номер GGV. заявки. Короче, номер подать. заявки, а я же ее не знала, потому что это все Саша делал. Я такая, думаю, блин, пипец, номер чего? Паспорт? Это вроде не паспорт. Он на анкете, на чек-листе он есть. А я-то не видела Ну, ничего я в глазах. ничего не И готовилась. я пишу Саше, Саша, что это такое? Саша мне подсказала. Хорошо, что телефон можно взять с собой. Ну что, рассказывать Ну, будешь? документов. Ну, короче, начинается все с сайта визы и миграция. Надо заполнить, ну, выбрать вид визы, который нужен. Он обычно для стандартного случая это visitor виза. Как бы стандартный срок это 6 месяцев, либо там есть и на 2 года, но они дорогие и, наверное, их сложнее получать. Ну, выбираешь необходимый тип визы, заполняешь анкету сложную, там что только не Он спрашивают. так пыхтел. Очень много всего надо, даже план поездки предоставить. Ну и плюс у нас мы заполняли, как я еще буду типа спонсором поездки, вот, типа пополам оплачиваем. И поэтому тоже дополнительные надо было там всякие поля заполнять и потом предоставлять документы. Документы проще всего предоставлять, ну как бы просто загрузить в PDF формате на нужный сервер. Есть вариант прийти с бумажками и на месте все отсканировать за отдельную плату, естественно. Это другой вид подачи в целом. Но как меня сделали на работе, так и для Оли я сам делал все через сервер, загружал PDF. Нужны куча документов, мы, по-моему, 15 файлов загрузили. Причем нужны оригиналы и перевод на английский. С переводом еще своя тема. Не обязательно делать там у присяжного переводчика или заверенный какой-то перевод. Можно самому, но просто указать приписку, типа, что перевод корректный, переводчик такой-то, данные для связи, там, телефон. Ты свой указал? Да. Мгм. Посмотрим, пройдет, Мне- не пройдет. Мне очень понравилось, как ты говоришь «мы». Мы заполняли, мы отправляли. Ну, У куча меня всего. самый лучший в мире муж, ребят. Он все сделал, все для меня сделал. А я только пришла, подпись поставила, мою биометрию взяли, и я свободна. Так что, Сашка, поедемте большое. Иначе бы меня не пустили. А может,
Не, ну ладно, я не знаю, дадут мне визу или не дадут, но я надеюсь, что тут я посылаю мысли в космос, и Сашины старания не должны пройти зря. Ну, Так что ставьте нам лайки. мы наделали кучу документов, переводов. Я уже потратил Саша несколько дней переводил все. выписки банковские для Оли, для меня. Письмо, что я буду спонсором. А то Свидетельство. о мужем, браке, спонсором. Справка с работы. Все это надо перевести. Да. Потом еще какое-то письмо, что я как спонсор не буду нарушать Мои границы. миграционное законодательство. Если я хочу потратить все деньги спонсора, он не имеет права отказать. Ну чё? Ну вот так вот, ребята. В принципе, Сашка все рассказала, да? Ну, Или ещё что-то более-менее. не Ну, знал? там, да, после заполнения анкеты дают тебе чек-лист, какие документы нужно, исходя из твоей ситуации, и перенаправляют на сайт вот этого визового центра, где нужно оплатить все услуги, которые подорожали. Мы успели еще чуть-чуть дешевле. Сама подача у нас стоила 120. Плюс там еще за заполнение данных, И плюс за 65, курьера. и за курьера 37 евро. Писец, вот эта сумма, еще могут И- отказать, И это блин. мы еще ничего дополнительного не взяли, типа удобного времени. Ну, или я вам помощь сказала, при вы можете подаче. приехать практически в удобное время. Не, ну там Но я не знаю, как с вами сработает, но со даже мной не сработало. каждый слот временной, он бесплатный. Есть там какой-то премиум, есть еще какой-то, есть прайм-тайм, типа Господи. в 12:30 у них типа обед, поэтому если Мгм. хочешь в 12:30 плати деньги. А, чтобы они не пообедали, Или да? если после 2 Мгм. тоже плати деньги. Ясно, офигеть. Наглёшь, ребят. Ну, выбрать там все, в принципе, просто. Мгм. На одном и том же сайте можно забронировать, ну, оплатить все свои услуги, Мгм. забронировать время, его можно потом менять. Мы меняли на один день, потом сдвинули. Мгм. Там же можно отслеживать прогресс подачи. Надо будет вот отслеживать. сейчас. И там же кнопка для Отслеживание загрузки. бесплатно? Да. Ну, хоть что-то И бесплатно. там же кнопка для перехода на сервер для загрузки своих документов. Мгм. Там при загрузке надо указывать еще вид каждого документа. Есть несколько категорий. Типа финансовые доказательства, Мгм. доказательства спонсора, доказательства родства, связи, ну, если с кем-то. Там доказательства с работы. Мгм. И, ну, есть пункт другое, если что-то не подходит под все эти параметры. Короче, это тоже важно. Все по полочкам, все с переводами. И надеяться на лучшее. Короче, Но мы ребят. подготовились максимально. Ну, а как ты вот думаешь, самостоятельно может заполнить человек все, что ты сделал? Ну, Но стандартный, я же- типа, я же меня сделал. нет. Меня нет. Поразбираться, почитать форумы, как Да. правильно переводить. Ну, я в не знаю, принципе, правильно я перевел. Ну, в принципе, я указал данные переводчика. Я переводил, в принципе, ну, банковские Мгм. какие-то там, банковскую терминологию. Я искал, как это в Англии. Вот единственное было Писец. сложно Мгм. справка с работы, потому что там было НИП, Мгм. Регон и Песель. И, ну, не для всего этого есть как бы соответствие в Англии. Мгм. Ну, кое-как перевел. Я думаю, Все не будет критично. нормально. Они поймут, должны понять. Главное, то есть финансовые документы и план, что ты планируешь там делать, и, ну, с какими целями едешь. С Не хорошими, хотят, с чтобы добрыми, остались там, с добрыми целями. Не собираемся мы потратить там деньги, оставаться. посмотреть Лондон. Не, мы, конечно, с удовольствием бы там остались, но легально. Ну, не так, чтобы... Это другой ну, путь уже. Короче, вот так долго, но этот процесс занял пару недель подготовки. Но если вы захотите самостоятельно, ну, то есть заполнить все анкеты, как говорит Саша, это все возможно, но нужно Да, ну, потратить подразбираться. время, силы. Но я бы точно этого не сделала. знаю, Я вот сколько- прям уверена. Я литовскую то заполняла годами. Ну, я не Это- знаю, сколько стоит как бы, помощь с подачей, но Мгм. учитывая, что даже супер простая подача без лишних услуг стоит больше 200 евро, О, ну, так с помощью, многовато. может, выйдет и 300-400 через какие-нибудь Не, ну агентства. тот, кто живет в Варшаве, тому, например, не нужно платить за то, чтобы паспорт ему курьер привез. Он сам Ну, может ехать прийти. нам Ну. сюда, конечно, не супер выгодно Ну было бы да. второй раз. Даже первый. Ну, например, я сегодня взяла, мне пришлось сегодня взять выходной, и мне за этот день ничего не заплатят. А у Саши он взял всегда, и это оплачиваемый день. У нас так на работе нельзя. Ладно, пошли.
Тут же холодно. Ну, в принципе, ты все рассказал, да? Ну, надеюсь. Короче, если Ну, будут вроде какие-то да. вопросы, гуглите. Я Вряд ли не мы хочу найдем. с этим больше связываться. Вряд ли мы найдем ответы на эти вопросы. Ну, конечно, вы пишите, если что. Если мы будем знать, мы всегда отвечаем. Вот в Инстаграм мне пишут, я всегда отвечаю. У Саши нет Инстаграма, поэтому вы не найдете его. Мне Либо- хватает дела без Инстаграма. Да, либо можно, знаете, куда писать? В комментариях. Либо мне в Инстаграм, я обычно говорю, Саша, ответь. Но если он будет знать, он ответит. Ну, вот так. Короче, вот такие дела, ребят. Спасибо. Не, мы еще не прощаемся. Ну, все равно спасибо. Спасибо, что выслушали 11 было минут. долго. Ну, да. Саша намутил такую тему, что Я даже не знал, насколько это важно. так прикольно, Просто это от очень нечего важно. делать. Он говорит, я намутил тебе какой-то мистери бокс с пробниками какого-то килиса. Кехель. Кехеля. Какого-то кехеля. Я говорю, что? Ну пошли заберем, раз уже намутил. А потом я увидела, что это Kiehl's. Все знают. Косметика Kiehl's. Ребят, посмотрите, это не пробники, а миниатюрки. И все девочки знают, что это очень дорогие продукты. И тут реально миниатюрки, короче, какие-то 2 крема, маска, 2 крема. Почему 2? Вообще 3 пробника должно было быть. Так это и есть 3. Но мы сходили по очереди. Сначала Саша, потом я. И Но я мы получила... подписались да. вдвоем на рассылку, поэтому... Поэтому, ребят, если вам нужны какие-то классные ништяки, что-то офигенно невероятное, необычное, то вы знаете, куда заходить. В телеграм-канал, где Саша скидывает все самые классные Там штуки. очень часто именно то, Мгм. чем пользуемся мы. Да. Иногда я скидываю что-то, конечно, такое. Ну, я почти не скидываю то, что неинтересно нам. Мгм. Возможно, было бы классно кому-то, если мы скидывали все подряд. Вот масло заходит вообще на ура. Это вы смотрите. Масло сливочное топчик. Вообще Масло побило все сливочное. рекорды по лайкам. Да. Но не всегда я такое скидываю. Ну, Времени нет да. выискивать прям все газетки. Но вы поняли, ребята, все равно надо заходить и смотреть наш телеграм-канал, подписываться, ставить там лайки везде. Еще хотела добавить. Это абсолютно бесплатно. Я просто подписалась на рассылку. Саша подписался на рассылку. Я пришла, сказала, хочу мистери бокс. Мне дали вот таких 3, Саше дали тоже таких 3. И я была на кассе и увидела вот такая вот баночка, как зеленая. Ну, по мне, так она точно такого варианта. Она как будто там 200 злотых стоила. Что? Типа, я не верю. Так дорого. Не, ну, там Но такой там цены ларек у какие-то, них ну, гламурный такой. ну ладно. Короче, и что-то еще хотела сказать. Что если покупать адвент-календарь от Kiehl's за деньги, а я уверена, потому что я покупала адвент-календарь от, как это называется? Look Look Fantastic. Fantastic. Вот там были вот такие пробники, Да. и я отдала 400 злотых. Вроде 400, да? Даже больше 400 злотых. А тут бесплатно 6 продуктов одинаковых. Я уверена, что в адвент-календаре будет такая же херня лежать. А тут бесплатно. Я такая радостная, ребят, вообще. Мы дома. Выдержала такую паузу. Хотела вам сообщить, что мы устали как собаки. Видите, за окном уже темно. Холодрыга там вообще Ну, это да. нереально. Но мы голодные, понятное дело, но мы хотели похвалить нашего чипероделку. Ребята, он не пискнул, не визгнул, не хрюкнул, не пукнул, как говорится. Вообще весь день он такой молодец. Ты его хвалишь? Ну, вообще порадовал, Ну, конечно. в принципе, он мы и пострадал. знали. Ну да, ну дома столько часов. Нас не было, сколько часов, посчитай. С 11. Ну, мы даже раньше. Даже раньше, ну, сколько? До 6. Офигеть, дофига. 7,5 часов. Он бы один точно не выдержал. Посмотрите, как лежит. Уставший, бедная плюшечка наша. Все лежит, не может двигаться. Ну, и мы решили поесть. Но вы кое-чего о нас не знаете. А может, и знаете, может, мы снимали, но это очень давно было. Мы любители всяких корейских дошираков, японских. Но не такие любители, что мы каждый раз едим. Когда-то мы были заядлые. Ну, если мы где-то видим, покупаем. Да. Прикольные штуки. Когда-то мы были заядлые, мы вообще... Еще помню, в Беларуси заказывали, что только появился Озон. А мы уже пытались там заказать с доставкой, помнишь, кучу каких-то... Ты вспомни, сколько мы заказывали? Там коробки. вообще коробками, а не коробку. А тут это в обычном доступе, и вообще в Лидле всегда лежит какие-то интересные эти корейские такие штучки. И, короче, мы купили вот такую сырную и решили, что мы заслужили сейчас ее сожрать. Ну и продолжим тему
кулинарную Мгм. нашей новой кофемашиной. Появился у нас такой агрегат. Ну, я не знаю, не всегда был фанатом То прикольно. капсульных, но это удобнее. Просто, учитывая, какой у нас был Да, экспресс, так называемый, да. уж лучше такая. Короче, ну, она обычно Это супер работает обычная. с 2 кнопок. Можно включить. Есть, ну, это зачем? Но я хотела показать, что она вот... А, Тут можно крутить, типа, настраивать, сколько ты хочешь воды. Легко, можно короче. холодную Да. делать. Можно холодную, можно горячую. Ну, короче, вот так Ну, вот. есть разные форматы Мгм. капсул. У нас Дольче Густо. Короче, И мы капсулы, купили... ну, Да. пока что в Лидле. попробуем. Ну, у нас только недавно появилось, поэтому мы в Лидле сходили, купили. Вот этот вообще такой Открытие. вкусный. Открытие джинджербред. Джинджерные вот эти капсулы. Тут получается молоко. Ну, 16 капсул, 8 порций. Да. Сначала заливается молоко, Мгм. а потом кофейная часть. И очень вкусно. А вот это по мне так обычно. А, и Саша еще заказал многоразовое. Ну, потому что кофе там Да. у нас много. Кофе у нас обычно. много. Обычно дофигища. И Его надо сухое пить. молоко найти, пока Да. не удалось в Лидле. Ну, в другом магазине может есть. Ну, короче, вот такие еще многоразовые купили. Ну, и И- обычно. да. Оно мало чем отличается. Ну и хотим заказать разные, попробовать капсулки. Просто они очень быстро расходуются, конечно. А еще вот здесь нарисованы, как правильно их заваривать. И, кстати, точно такой кофе получается, как на картинке. Скажи, такой слоеный, и пенка сбивается, просто потрясающе. Тут, получается, написано, вот молока надо, сколько там, 5 строчечек вот этих, рыбок этих. А тут То же самое. то же самое. А, и, например, кофе 2. А, то подожди, все то же То же самое? самое. А почему тогда вкус разный? Потому что разное молоко. Интересно. Тут с А, добавкой. ну вот это очень вкусно. Спайси. Мне так понравилось. Да. Хотя я кофе так споку. Мне на что есть, что нет, но вот это прям вообще обалденно. Ну и, короче, будем с вами по-быстрому варить эту лапшу. Ее варят. Эта лапша варится. Мы набираем 500 мл воды в вот такую кастрюлю. И вот здесь вот я наливаю. Сейчас подготовлю тоже 500 мл воды. Да, 600 миллилитров по рецепту проверили. Да, то есть, ну, мне тут в граммах они миллилитры. Это то же самое. Для воды один к одному. 600. Давайте. Быстрее. Еще нету 600. Нет. О. 500. Пожалуйста. 95. 595. Окей, короче. Самое интересное, это не вода, ребят. Понятно, что вам это не интересно. Хотела показать, что внутри этой лапши. Включила на максимальный огонь на 8. О, вау. Но она тоже хот, нет? Хот Конечно. чикен. Там ничего нету, не хот. А, посмотрите, какая она толстенная. Она тяжеленная. Сколько грамм? 40. 140, офигеть. Сейчас попробую. Вкусно, нет? Вкусно. Даже сырая вкусно. Внутри какая-то жидкость такая. Блин, я надеюсь, что это не спайси. Но написано чиз. Спайси Ну, это соус. просто соус. А чиз, наверное, во втором Да. пакете. А, вот, наверное, чиз вот здесь. А вот это, наверное, острый массакр, ребят. Мы такие очень аккуратно добавляем. Может, тут меньше половины я обычно добавляю. Ну, Я Сашка могу больше. и всё. Сейчас я вам покажу кое-что, ребят. Я вам даже пентри свою показывать не буду. Чтобы не ужаснулись люди. И у нас есть вот такие 2 пасты. Мы их сами покупали на Allegro. Но мы их видели и в магазине, знаете, каком? Сельгрос. Cash and Carry. О, хотела сказать. Сельгрос. Наша самая любимая, это вот эта фиолетовая. Это мы просто доедаем. Она тупо острая, без всякого вкуса. Короче, мы добавляем вот эти еще пасты по чуть-чуть. И соевый соус. И вот эту вот немножко. Но она вкусная. Это как на ширараче. Да. Мы ее в Лидле купили, но вообще в открытом доступе. Добавляли еще кунжутный соус, но закончился. Да, кунжутный. Надо найти. Мгм. Ну и соевый. Думаю. Ну, короче, по вкусу просто делаем. И это получается намного вкуснее, чем сами вот эти вот Булдаки. приправки. Булдаки, да. У нас получилось почему-то 2 разных цвета. Ну, в принципе, понятно почему. Потому что Саша добавил всю вот эту соус, вот этот острый. А я все-таки половинку в надежде на то, что и этого достаточно. Но если что, я оставила себе. Потом добавлю. Ну вот и все. Такой у нас будет ужин. Ну и на этом все. Будем с вами прощаться. Спасибо большое, что провели с нами этот день. Как раз мы весь день Да. показали. в принципе. Весь наш день. Сегодня он был
сложноват. Но мы Хотя одно дело только, справились. по сути, было. Не, ну блин, сгонять в Варшаву, потом еще там походить, побродить, А, еще получить халяву. халяву еще получить. Мы же, помните, показали Kiehl's, косметику от Kiehl's получили, потом еще побежали в поезд. Ну, короче, ребята, куча дел, а потом опять вернусь, потом поесть, приготовить, заварить эту лапшу. Вот. Ну и все. Спасибо, что были с нами, и будем прощаться. Ставьте нам лайки, Мгм. подписывайтесь везде, в Телеграме, на Ютубе, можно в Инстаграм. Это тоже. Да. И все, пока-пока. Пока.